Декоративная штукатурка мармара. Что это такое? Это материал, который можно наносить тоненьким слоем, как венецианку. Например, 300 грамм расход на квадратный метр. Можно 500-700 грамм на квадратный метр, ну или даже, по сути, килограмм. То есть это эластичный, очень мягкий материал. Примерно он выглядит вот так. То есть он похож чем-то на венецианскую штукатурку. Вот такой эластичный материал. Сегодня мы самый популярный выкрас сделаем. Но он такой самый старый и самый распространенный получается. Планшет. Ну, стена у вас, да? Стена должна быть достаточно ровная, и желательно под нее, конечно, покрасить тоже. То есть у меня планшет я красить не буду, у меня идеально ровная поверхность, без всяких пор. У вас стена. Ну, покрасьте лучше. Наносим материал. То есть, вот смотрите, мы наносим его тоненьким слоем. Нам не нужны слои сантиметровые. Нет в этом смысла. Вот посмотрите, он какой. Он белый, эластичный. Ну, тот, кто работает с материалами, да, с декоративными штукатурками, тот понимает, что из материала можно сделать очень много разных всевозможных эффектов. Мы сейчас рассматриваем один из них, но это не значит, что из мармара можно сделать только это. Можно сделать очень много. Давайте рассмотрим поближе. Можно вот сбоку немножко подойти, чтобы было виднее. То есть нам нужно что сделать? Нам нужно кельмой, ну, поймать угол такой, чтобы вот материал за кельмой. Видите, он как плавненько идет за кельмой. Вот. Вот что нам нужно. То есть мы наносим вот такими движениями. У всех получится по-разному. Кто-то полностью плоскостью, да, будет прикасаться. Кто-то немножечко вот чуть-чуть приподнимет угол. Вот. У всех будет по-разному. И рисунок будет разный. Одинаково никогда ни у кого не получится. Вот. То есть получается, вы смотрите, вам что-то не нравится, и вы можете дорабатывать его. Здесь тоже вот мне немножко не нравится, я его доработаю. То есть кельма ведет по планшету, по стене, и материал за ней следом создает фактуру. Носим в белом цвете. И дальше, когда он подсохнет, мы его покроем колерованным воском. Увидите, какой эффект. Вот в данном выкрасе расход около 700-800 грамм квадрат по статистике выходит. Конечно, очень много зависит от состояния стен. Если у вас стены кривые, там с какими-то трещинами, порами, то материалом забьются эти поры и будет больше расход. Поэтому смотрите за стенами. Ну и зависит от толщины нанесения. Так, у нас подсох мармара. Мы его теперь будем покрывать воском. То есть мы ему зададим дополнительную защиту и придадим ему цвет. Смотрим, ну, во-первых, воском. Что такое воск? Воск — это вот такая консистенция. Вот так она выглядит. Он придает защиту. Его можно подколеровать, то есть придать эффект патинирования. Можно в него добавлять лазури, то есть эффекты перламутра. Лазури тоже бывают разные. Ну, в наших салонах есть каталоги, вы можете прийти и посмотреть. То есть вот это все хозяйство мы добавляем в воск и покрываем. Сейчас я его немножко подколерую. И, кстати, вот так вот выглядит ведерко. Вот, написано воск декоративный, база. То есть это защитное покрытие для декоративной штукатурки.
и для придания ей дополнительных эффектов. Немножко добавляем колера. Перемешиваем. Ну и у нас получается вот такой вот цвет. Такой цвет. Я буду покрывать губкой. Я привыкла работать губкой. Кто-то привык работать другими инструментами. Ну, пожалуйста. То есть берем губку, макаем и покрываем. Ну вот у меня воск. То есть что у нас получается? Воск, попадая во внутренние части покрытия, в фактуру, там он встает гуще слоем, и, соответственно, он темнее. В углублениях он темнее, а сверху, и причем смотрите, какой расход у него. У него очень маленький расход, выгодный. То есть, грубо говоря, можно сделать там 50 грамм, 100 грамм на квадратный метр. Он не засыхает в пути, он не оставляет переходов. Вот такой получается эффект. То есть можно этому покрытию задать любой абсолютно цвет, и какие-то дополнительные можно сделать добавки лазури, перламутра, лазури. Вот так как-то примерно. Видно? То есть вот такой получился образец. И вроде бы что сложного, да? Ну ничего такого особо сложного. Такой классический выкрас. Очень-очень старый. Сколько я помню, всегда он пользовался спросом. Вот именно этот вот образец. Все? Прощание. А мы еще не прощаемся. Мы еще не прощаемся. Нет еще?